Здравствуйте, друзья! Сегодня по вашим просьбам я покажу и расскажу, какие дома сейчас продаются в нашем селе. Наше село называется Подвис. Оно находится в 70 километрах от города Бургас и моря. И хоть до моря достаточно далеко, в нашем селе живут около 100 русскоговорящих семей. Некоторые из нас живут в селе постоянно, а кто-то приезжает на лето. Чем же отличается это село? Почему здесь покупают дома? Изначально сюда ехали, потому что рядом, в 2 километрах от села, есть водохранилище. Оно очень живописное. В нем можно купаться и ловить рыбу. Второй важный плюс – это то, что в селе почти нет цыган. Еще для многих важно то, что село находится не на равнине. Вокруг села есть горы и лес. Еще один важный плюс – это то, что в селе есть центральная канализация. В Болгарии далеко не везде есть центральная канализация. А теперь большим плюсом для многих русскоговорящих стало то, что в селе так много людей из бывшего СССР, что даже болгарский язык учить нет особой необходимости, хоть это и неправильно. Болгарский язык учить надо, если ты живешь в Болгарии. Но лень иногда побеждает. Тем более потому, что, живя в таком русскоговорящем селе, на болгарском приходится говорить нечасто. В остальном же село совершенно обычное. Обычное болгарское село. Если вы бывали в болгарских селах, то можете представить. Если нет, то хочу предупредить вас, что Болгария не богатая страна, и села здесь не выглядят как богатые элитные поселки. Это деревни, где по улицам иногда ходят козы и гуляют куры. Поэтому не каждому понравится жизнь в болгарском селе. Здесь остаются жить люди, кому важен покой, экология, чистый воздух, прекрасная природа и добрые отношения с односельчанами. В основном это пенсионеры и те, кто работает удаленно. Сейчас старых дешевых домов на продажу в селе практически не осталось. Да и вообще сейчас в селе немного есть домов на продажу. Раньше было больше. Сегодня я покажу вам 5 домов. 4 из них готовы для проживания, а 1 нужно ремонтировать. Первый дом – это небольшой уютный домик, состоящий из 2 комнат, кухни и маленькой ванной комнаты. Дом полностью готов для проживания. Люди продают его, потому что им нужно было больше места. В итоге они купили себе другой дом с большим количеством земли, а этот решили продать. Хотя дом они изначально делали для себя и все старались сделать качественно. В доме все новое, кроме стен и фундамента. Крышу они полностью меняли. А новая крыша на данный момент на такой дом будет примерно стоить 10-15 тысяч евро. А если с сейсмопоясом, то еще на несколько тысяч больше. В доме есть небольшой подвал, пристройка, летняя кухня и сарай. На участке растут разные плодовые деревья и кустарники. Двор перед домом выложен плиткой. Дом обогревается печкой с водной ризой, и все комнаты обогреваются радиаторами. Хотят за него 37 тысяч евро, что по нынешним временам для такого дома совсем немного. Если строить такой дом сейчас,
то денег уйдет намного больше. А теперь я покажу вам второй дом. Второй дом по площади немного больше. У него 2 этажа, вернее 1,5. Жилые помещения находятся на 2-м этаже, на высоте примерно 1 метр или 1,20 сантиметров от уровня земли. В доме 3 комнаты, коридор и ванная комната. Отапливается дом печкой, которая стоит в одной из комнат. В остальных помещениях отопление электрическими обогревателями. Снаружи дом полностью утеплен. 1-й этаж находится немного ниже уровня земли. Там большое помещение, которое использовалось в виде склада. Еще на участке большой отремонтированный сарай. Его можно привести в порядок, и будет 2-й маленький домик. Участок земли примерно 10 соток. Есть виноградник и плодовые деревья. Хотят за него 45 тысяч евро. Следующий дом по площади больше, чем первые. Он тоже полностью готов для круглогодичного комфортного проживания. В доме 3 спальни и зала с кухней. Туалет и ванная комната раздельные. В ванной комнате ванна, что редкость в Болгарии. В доме отапливаются все комнаты с помощью печки с водной ризой, то есть с водяным контуром. Дом почти полностью новый. Был построен на месте старого дома. Снаружи утеплен теплоизоляцией. Во дворе есть дополнительные постройки. Тоже все новое. Участок 7 соток. На участке есть плодовые деревья, виноградник и кустарники. Хотят за этот дом 55 тысяч евро. В следующем доме я не бывала. Он находится в центре села. Дом двухэтажный, но 1-й этаж тоже немного ниже уровня земли. Болгары любят жить на таких этажах. Летом там не жарко, а зимой не холодно, если дом изолирован от влаги. Дом отапливается кондиционерами. Все в отличном состоянии. Есть дополнительные пристройки и большой участок земли. Но цена достаточно высокая – 79 тысяч евро. Но я думаю, что можно сторговаться и скинуть не 1 тысячу. Следующий дом, который я хочу показать вам сегодня, это дом и бизнес в одном флаконе. Этот дом не совсем обычный. Для большинства покупателей он, наверное, не подойдет. Но для некоторых это может быть настоящей находкой. Этот дом состоит из 3 отдельных помещений, 2 отдельных студий и склада. У каждой студии свой вход. Своя ванная комната, своя гардеробная и комната с кухней. Эти 2 отдельные студии почти одинаковые. И еще есть одно большое складское помещение. Это помещение строилось как склад. В нем большая высота потолков, проведена вода и канализация. И как же его можно использовать? В наши дни, когда интернет-торговля уже потеснила обычные магазины и на этом не останавливается, этот дом может стать прекрасной основой для вашего бизнеса. Это складское помещение
уже готово для того, чтобы его использовать как склад для вашего интернет-магазина. Площадь этого склада около 60 квадратных метров. Высота потолков около 3 метров. Весь дом новый. Он был построен несколько лет назад на месте старого дома. А то, что в доме есть два отдельных помещения для жизни, тоже можно использовать. Например, в одном жить самому, а во второе поселить работника. А можно в одной студии жить, а другую сдавать. В нашем селе часто интересуются сдачей домов. Это востребовано. Да, и еще забыла сказать, что этот дом вместе со складом снаружи полностью теплоизолирован. А теплоизоляция на данный момент стоит недешево. Квадратный метр теплоизоляции сейчас будет примерно 80-100 лев. А площадь наружных стен у этого дома большая. Так что примерно только на теплоизоляцию этого дома сейчас ушло бы больше 4000 евро. А хотят за этот дом вместе со складом 43 тысячи евро. Пока я снимала и монтировала это видео, домов на продажу нашлось не 5, а 6. Так что сейчас я покажу вам еще один дом. Этот дом не готов для проживания. В нем нужно делать ремонт. Но сам дом очень хороший. И крыша у него новая. Несколько месяцев назад ее полностью поменяли. Сам дом не новый, но крепкий и с сейсмопоясом. Сейсмопояс и новая крыша на доме – это очень важный момент, потому что поменять крышу сейчас – это очень дорого. И стоить новая крыша сейчас будет больше 10, а то и 15 тысяч евро. А сейсмопояс – это тоже дорого, но очень важно. Сейсмопояс скрепляет весь дом, и с ним ничего не случится еще много десятков лет. Кроме основного дома, есть еще маленький домик. Он состоит из 2 комнат и прихожей. Домик тоже крепкий. Кроме этого, есть еще много пристроек и сараев. Их тоже, конечно, нужно ремонтировать. Из минусов это то, что в доме нет воды и канализации. Вода есть во дворе, но в дом не заведена. Канализация проходит рядом с домом, но тоже не заведена в дом. Чтобы отремонтировать этот дом, понадобится минимум 10 тысяч евро. Но зато все будет уже на ваш вкус. Участок у дома большой, больше 11 соток. Конечно, есть виноград, виноградники, плодовые деревья и кустарники. Хотят за этот дом 22 тысячи евро. Вот и все, что я хотела вам показать сегодня. Если вас что-то заинтересовало, пишите в комментариях, и я могу сделать обзор этого дома более подробный. Всего доброго, всем пока! Не забывайте ставить лайки, мне это очень приятно, и подписываться на мой канал.